В эфире наша теперь уже постоянная рубрика. Дядя Бейл забыл принять таблетки и опять ностальгирует. На этот раз я предлагаю перенестись почти на 10 лет назад. 23 августа 2011 года на просторах Ютуба вышел художественный фильм «Зловещий вид 4». Сам фильм, мягко говоря, к просмотру не обязателен, но если вы жаждете узнать о том, что в нем было, кликайте сюда. Я же хочу рассмотреть саундтрек этого шедевра, а он был богат на разнообразие жанров, начиная от попсы, заканчивая норвежским блэк-металом. Да чего уж там, в фильме даже звучала тема из порнофильма. В общем, рай для меломана. Но я собираюсь заострить свое внимание на одной песне, исполнитель которой занял почти 14% от всего саундтрека своими шлягерами, и которая стала главной темой упомянутого кино. Группа Тату и песня All About Us. Она вышла аж в 2005 году и считается одним из главных хитов дуэта, клип на нее стал культовым, и, по моему скромному мнению, это лучшая песня во всей дискографии культовой команды. Я эту песню любил 10 лет назад, люблю и сейчас, и дело тут совершенно не в ностальгии головного мозга. Я очень хотел сделать на нее кавер, но это было невозможно. 10 лет назад я и фильмы-то выдавал так себе, а про написание музыки я даже не говорю. Но время шло, я постепенно стал больше понимать и практиковаться в написании и сведении песен, и более-менее приемлемо начал елозить туда-сюда по грифу. И задача эту песню, что называется, откаверить, стала вполне выполнимой. Но появилась другая проблема. Как это сделать? Тупо переиграть оригинальную аранжировку? Нет, слишком просто. Попытаться создать новую? Но в этом случае мне бы пришлось петь по-новому. И несмотря на то, что сегодня я попадаю в ноты, перепеть Лену с Юлей мне не под силу. Тем более вы знаете, что при создании каверов я всегда стараюсь делать хоть какие-то изменения. Поэтому поиски оригинальных способов сделать кавер продолжались. Я уже прошел все фазы. Я краснел, бледнел, у меня пузырилось, у меня надувалось. Я сдерживал себя, я орал, я топал. Наконец я успокоился, окончательно поняв, что ничего не пойдет. В общем, я решил себя в этом вопросе сильно не нагружать и подождать, пока придет вдохновение. И вдруг я, абсолютно ни на что не претендуя, включаю для прослушивания другую песню Тату, которая также вошла в саундтрек ZV4. Называется You and I. Она вышла в 2008 году. И просто слушая, я ни с того ни с сего начал напевать They say we don't trust. И тут мне пришла идея. А что если скрестить песню группы Тату с другой песней группы Тату? Это гениально. Тем более, что если обзавестись переводом обеих песен, можно заметить, что смысл в них более-менее один и тот же. Даже некоторые слова добуквенно совпадают. Что за гремучая смесь у меня получилась, вы услышите через несколько секунд. И да, отдельное спасибо, надо сказать, Володе Антипину, который помог мне в создании этого видео, и надеюсь, что наши англоязычные зрители его также заценят. Итак, You and I, and It's All About Us. Слушаем. Don't trust you, me, we, us. So we'll fall if we must. 'Cause it's you, me, and it's all about us. It's all about us. And you I can trust. It's all about us. It's all about us. It's all about us. It's all about us. All
No truth to confirm, no lies to deny. Too hopeless to care, we're too scared to cry. No truth to confirm, no lies to deny. Too hopeless to care, we're too scared to cry. Ну, это ее выбор, видимо, она так самовыражается. Я не могу сказать, что я это одобряю, о чем я ей говорила неоднократно, но тем не менее это ее выбор. Но я знаю точно только одно, что иметь с этим дело я не хочу и не буду. Мне кажется, что все решаемо, вопрос желания. У меня не было протеста не работать с Леной, это не моя идея, и вы знаете, какие просто отшаления. Правда. Я очень хочу, чтобы у нее все получилось, и я знаю, что происходит с ее голосом, и это, конечно, очень печально. Все в жизни кончается, рано или поздно. Поэтому я не думала, что это будет навсегда, но мне кажется, это такое прошлое, о котором можно вспоминать. Ну как, круто? Нравится? Если да, то вы знаете, как меня поддержать. И в заключение вот что еще хочу сказать. Формально повода для создания этого ролика нет, хотя я всячески пытался его найти. А давайте подумаем, какой он может быть. 10 лет со дня выхода ЗВ4? Не, вяло. 10 лет со дня распада группы Тату? Ну, можно, конечно. Хотя одни источники говорят, что группа распалась в 2009, другие, что в 2011. Короче, фейл. А потом я подумал, да идите вы нахрен. Чтобы снять ролик, повод особо не нужен. С таким настроем я и запустил этот ролик в производство. Но по ходу дела повод сам объявился передо мной. И он оказался весьма значимым. 21 мая исполнится ровно 20 лет со дня выхода дебютной пластинки группы Тату «200 по встречной». Альбом, который породил первые и, как позже выяснится, их главные хиты «Нас не догонят» и «Я сошла с ума».
Хотя другие треки на этом альбоме, мягко говоря, не хуже. Скажи, зачем я жду звонка? Робот, я тебя люблю, мы так хотели. Робот, полчаса поезда под откос. Мальчики, будь со мной понаглей, от стыда не красней. Скажу вам честно, я люблю этот альбом, несмотря на то, что он получился крайне попсовым, а их дальнейшие студийки выглядят в разы лучше, это вполне неплохое начало для того, чтобы покорить весь мир. Как говорится, все великое начиналось с малого. И напоследок я хотел бы обратиться к бывшим татушкам. Лена, Юля, если вы вдруг смотрите это видео, то просто спасибо. Ваши ценители, к коим я отношу и себя, вас будут помнить и ценить, и если не до гроба, то очень надолго. Ну а на сегодня все. Слушайте хорошую музыку, смотрите хорошие фильмы и играйте в хорошие игры. Альбом разрабатывается, а пока чао-какао, господа.